Каждый взрослый в душе ребенок. И это становится очевидным, когда оказываешься на аттракционах. Как раз о них-то сегодня и пойдет речь. Мы находимся в Сормовском парке, потому что здесь самое большое количество аттракционов в городе. Каждый год проходят техническое свидетельствование, испытания. Мы получаем талонные допуски, а также наша техническая служба ежедневно проводит технический осмотр. Наши аттракционы новые, за безопасность аттракционов мы ручаемся. Все аттракционы, которые здесь стоят на площадке, по времени эксплуатации нет еще и года. Аттракционы, особенно экстремальные, это лучшее средство от депрессии или стресса. Лимпопо. Зоопарк в России основан в 2003 году бизнесменом Владимиром Герасичкиным. Символом зоопарка является сова. А почему сова? Потому что бизнесмен Владимир Герасичкин в свое время отбил сову от стаи ворон. И, в принципе, после этого к нему пришла идея создать этот зоопарк. Зоопарк Лимпопо входит в Евроазиатскую ассоциацию зоопарков. Коллекция животных выполняется не только за счет средств самого зоопарка, но и за счет меценатства. Так зоопарку были подарены рыси, страусы, зебры и даже соболь. Белого медведя мы сейчас смотрели через стекло, сквозь стекло. А тут есть площадка вот такая, наверх можно подняться и уже сверху на него посмотреть. Вздыхает и грустными глазами смотрит на нас. Думает, вот чудаки, чего вы на меня смотрите? Кинули бы лучше рыбки какой-нибудь. Пусть
мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Классный, бомбический вообще зоопарк. Парка находится детский парк небольшой, то есть все заточено для отдыха взрослых с детьми. Детям здесь очень понравится, поэтому приезжайте.
просто за ниже держись. Ребят, а я все. Красавчик. Я просто за раму буду держаться. Ой, я шагнула, они Что называется тайфун? Это что-то вроде американских горок, только немножечко поменьше. Не знаю почему, но мне тут